Смарт-часы от Xiaomi на операционной системе Wear OS от Google, процессор Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, наличие NFC-модуля, поддержка более 160 видов спорта, Google карты, Google Assistant, 12-канальная передовая технология мониторинга работоспособности, время автономной работы до 65 часов, улучшенная точность позиционирования, водонепроницаемость 5 атмосфер, AMOLED-дисплей с технологией Always On Display, поддержка функции Bluetooth вызовов. И это только малая часть того, что нам обещает производитель к рекламе к смарт-часам под названием Xiaomi Watch 2. Как мы близки к пип-боям, да? Из Fallout. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в белой продолговатой упаковке с изображением и названием модели, а также краткими характеристиками. Упаковка отличная, в комплекте мы имеем смарт-часы с ремешком, краткое руководство и зарядное устройство с двумя пинами. Весят смарт-часы 52,6 грамма, а габариты следующие: 47 на 57 на 14 мм. Ширина ремешка 22 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону. На данный момент это Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на канал с колоколом, оставить под любым из роликов комментарий больше 5 слов, осмысленный, и в комментарии либо в описании своего канала указать свое имя в Телеграме. Подписаться на Телеграм-канал скидок вы автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Перейдем же к часам. Watch 2 это упрощенная версия Watch 2 Pro. Плюс за то, что обе модели работают на операционной системе Wear OS. Исходя из этого, на смарт-часы можно устанавливать сторонние приложения. К примеру, можно накатить MirPay для оплаты бесконтактным путем, так как NFC в наличии. Поставляется Watch 2 в черной и серебристой расцветке. Дизайн модели обыкновенный. Если сравнивать с Pro-версией, несмотря на это, в целом смарт-часы выглядят хорошо. Плюс у них корпус выполнен из алюминия, ремешок силиконовый. Собрана модель отлично, ремешок быстросъемный, он имеет стандартное крепление, а также классическую застежку из металла. Но конец ремешка прячется вовнутрь. Ремешок удобный, но слегка топорный. Запястье под ремешком немного потеет, но ремешок не натирают. При носке смарт-часы дискомфорта не доставляют, как и во время сна. Те, кто шутит, что мне ничего не доставляет дискомфорт во время сна, вы ошибаетесь. Apple Watch Ultra я не могу использовать для сна все равно никак. Далее, на корпусе расположили краткую информацию, магнитную область для зарядки с пинами, микрофон, динамик и датчики мониторинга здоровья. Из датчиков на борту оптический датчик сердечного ритма, акселерометр, гироскоп, датчик внешней освещенности, электронный компас, датчик барометрического давления. С правого торца расположили две механические кнопки. Верхняя кнопка отвечает за переход в меню. С зажатием можно вызвать Google Ассистента, а двойным нажатием переход к недавно открытым приложениям. Нижняя кнопка отвечает за переход к последнему открытому приложению, платежной системе GPay, и зажатием можно перейти во вкладку выключения в перезагрузке устройства и вызова экстренного номера. В приложении на смартфоне можно включить функцию «Экстренная помощь», и тройным нажатием на нижнюю кнопку будет совершаться вызов по указанному номеру. Люфт у кнопок отсутствует, нажимаются они хорошо, но минус за то, что переназначить команды нет возможности. Летим дальше. С фронтальной части у нас AMOLED-дисплей на 1,43 дюйма с разрешением 466 на 466 пикселей и плотностью пикселей в 326 ppi. Частота обновления экрана, по моим ощущениям, 60 Гц, рамка есть, яркость до 600 нит, по моим замерам экран выдает аж 880 люксов. Яркости экрану достаточно даже для использования на солнце. Есть автоматическая регулировка яркости и ручная настройка. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon W5 Plus Gen 1 с техпроцессом 4 нанометра, оперативная память LPDDR4X на 2 ГБ, а встроенная 32 ГБ типа eMMC. Wi-Fi поддерживается на 2,4 ГГц и 5 ГГц, а Bluetooth чип установлен в версии 5.2. Интерфейс доступен на русском языке, перевод корректный и шрифт хорошо читабельный. Перемещаться по интерфейсу удобно, система работает практически без микрофризов. Watch 2 имеют ряд полезных функций, всевозможных настроек. К примеру, они поддерживают полноценную многозадачность, встроенный Play Market и не только. Далее, время до отключения экрана максимум 60 секунд. Функция «Всегда включенный экран» настраивается до 20 минут, что стандартно. Always on Display также присутствует. Работает он по расписанию или в автоматическом режиме. Стиль AODA зависит от циферблата. Функция для выключения экрана накрытием ладонью на борту как этап для пробуждения. Активация экрана при поднятии запястья срабатывает стабильно хорошо и довольно быстро. Из полезного можно установить пароль, настроить режим «Не беспокоить» и спящий режим, выбрать стиль компоновки меню, включить значок непрочитанных уведомлений, включить жесты масштабирования, включить функцию TalkBack для озвучивания текста на экране и так далее. Далее, по свайпам с главного экрана сверху вниз уведомления, снизу вверх панель быстрого доступа, которую можно персонализировать под себя, и в ней есть регулировка яркости, переход к настройкам, авиарежим, режим «Не беспокоить», режим «В театре», включение-выключение Wi-Fi и Bluetooth, продувка динамика и не только. Слева направо и наоборот виджеты, которые также можно персонализировать под себя, как и сортировать меню
меню в приложении. Удобно, что сортировать приложение можно, просто зажав любое приложение в меню. В меню находятся тренировки, которых более 160 видов, отслеживание плавания на борту, как автоматическое определение активности, беговые курсы, различные настройки для тренировок и статистика после тренировок. Для навигации используются двухдиапазонный L1 плюс L5 GPS, Galileo, GLONASS, Beidou и QZSS. Построение пройденного маршрута за счет GPS отрабатывает очень даже хорошо, но не точно, так как встречается отклонение в маршруте. Навигация работает в паре со смартфоном, к ней вопросов нет. Удобно, что тренировка может работать в фоновом режиме, как и большинство в данной модели. Далее в меню есть Play Market с приложениями, к примеру, можно установить Google Fit, WhatsApp, циферблаты и не только. Также в меню есть Google карты, погода с подробным прогнозом, календарь, контакты, диктофон, Bluetooth-кнопка для съемки даже в стоковом приложении камера на смартфоне. Но у меня в паре с OnePlus данная функция не работает. Также есть будильник, который можно завести прямо со смарт-часов, приложение для мытья рук, мировое время, компас, атмосферное давление и высота, поиск смартфона, таймер и секундомер. Для регулировки громкости и переключения треков, воспроизведенных на смартфоне, в меню есть музыкальный плеер, но вот отдельные вкладки в приложении, чтобы загрузить музыку на смарт-часы, я лично не обнаружил. Подключить нагрудный датчик нельзя, но можно подключить Bluetooth наушники к смарт-часам. Теперь поговорим о функциях для мониторинга за показателями здоровья. Пульс работает в автоматическом режиме или автоматическом режиме с выбранным интервалом. SpO2 и уровень стресса измеряется в автоматическом режиме. Разумеется, все эти показатели можно измерять вручную. Также на борту есть дыхательные тренировки, женское здоровье и функция мониторинга сна с оценкой дыхания во время сна. Удобно, что весь мониторинг здоровья можно настроить прямо со смарт-часов, плюс на смарт-часах отображаются информационные графики. В отличие от Pro-версии, в данной модели по непонятной мне причине часто проскакивают неверные показатели во время какой-то активности. Это может быть тренировка в зале или велопрогулка. Далее, в настройках помимо перечисленного можно настроить звучание, динамик громкий плюс качество звука отличное, но что касается вибромотора, то он тактильно приятный, но настроить силу вибрации, к сожалению, нельзя. Разговаривать через смарт-часы возможность есть, так как в данной версии поддерживается функция Bluetooth вызовов. Уведомления приходят моментально, иконки приложений, фотографии пользователей, смайлики и фотографии, все это отображается. Удобно, что длинный текст можно прочитать прямо со смарт-часов, а также удобно, что есть голосовой ввод, ответ смайликами и клавиатура для ответа на уведомления. Летим дальше. Емкость аккумулятора 495 мАч, полный цикл зарядки занимает 50 минут, время автономной работы в обыкновенном сценарии использования составляет, по моим тестам, 2-3 дня, не больше. В целом, как и у Pro-версии. Водонепроницаемость класса 5 атмосфер, я для примера окунул их в проточную воду, по итогу с ними все в порядке, плавать с ними можно, как и принимать душ, но не в горячей воде. Далее, приложение Mi Fitness. При первичном подключении мне сразу же прилетело обновление. В приложении Mi Fitness есть 4 основные вкладки, такие как здоровье, тренировка, устройство и профиль. В приложении есть магазин циферблатов, и на выбор есть персонализированные, кликабельные, анимированные циферблаты, и любую фотографию на заставку установить можно. Ко всему, циферблаты можно устанавливать как сторонние, так и с Play Market. Далее в приложении есть сам Play Market, функция для синхронизации событий в календаре, скриншот, настройка функции для мониторинга показателей здоровья и настройка устройств. Минусы: для кого-то будет минусом то, что смарт-часы на этой системе подключаются к приложению Mi Fitness. Нельзя переназначить команды на кнопки, скромная автономность, нельзя подключить нагрудный датчик, плюс есть некоторые проблемы в системе. Может изредка некорректно работать тот или иной функционал. Также напоминаю, что в отличие от Pro-версии, эта модель плохо считывала результаты показателей здоровья во время активности, ко всему навигация работает тоже плохо. Нет возможности загрузить маршруты для тренировок, во всяком случае в стоке я не обнаружил такой функции, как и не обнаружил возможности загружать музыку на смарт-часы через приложение. Да и зарядка с пинами. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. По поводу ТГ скидок сейчас какой-то ценопад лютейший, потому что продавцы закрывают второй квартал и очень много нереально выгодных ценников. Резюмирую, Xiaomi Watch 2, как я уже сказал, это упрощенная версия Watch 2 Pro. Процессор тот же, экран тот же, система такая же, нет измерения температуры кожи, состава тела и внешне они немного отличаются. А в остальном это те же тапки, только в профиле. Отмечу, что Watch 2 нет версии с LTE, как у Watch 2 Pro. От меня девайсу, несмотря на это, однозначная да, так как я купил их нереально выгодно. Подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья.